Браки с огромной разницей в возрасте всегда приковывают внимание людей. Многие не понимают, как можно строить отношения с человеком совсем другого поколения. Виктория встретила своего нынешнего супруга на работе. Ей тогда едва исполнилось 22 года, она только закончила институт. Борис Яковлевич Розенберг, в прошлом военный, возглавлял движение за возрождение Урала, а Вика работала журналисткой в газете. Именно ее отправили взять интервью у Бориса Яковлевича. Сначала между ними не было никакой искры. Они пересекались на различных мероприятиях, девушка тогда была замужем, а у Розенберга как уже полгода ушла из жизни жена, с которой он прожил более 30 лет. Вскоре Вика развелась со своим ровесником, так как они не сошлись характерами. Она продолжила общение с бывшим военным. Они вместе гуляли, ездили друг к другу в гости. Розенберг даже приезжал к родителям девушки, чтобы те образумили дочь. Ведь у него внучка такого же возраста. Родители Виктории были не против их отношений, а вот родственники Бориса Яковлевича никак не хотели принимать молодую возлюбленную, дети и внучка перестали общаться с Розенбергом. Несмотря на это, пара поженилась. Через несколько лет родилась дочь Ева, которую девушка вымолила у чудотворной иконы Троеручицы. Многие на прогулке думают, что это внучка Бориса Яковлевича, а воспитатели в саду сразу все поняли и не стали задавать никаких вопросов. С их свадьбы прошло уже 7 лет. Оба любят природу и разговоры, ходят в кино, театры, рестораны. Вика пошла учиться на психолога, чтобы помогать семейным парам. Однажды их пригласили на телевидение, чтобы они поделились своей историей любви. После передачи к Вике стали обращаться за советом семейные пары с большой разницей в возрасте. Сейчас девушке 29 лет, а Борису Яковлевичу 68. В октябре на своей страничке в Инстаграм Виктория сообщила радостную новость, что у них родились два сына, Марк и Дэниел. Теперь они многодетная семья. Если со стороны наблюдать за семейной парой, становится ясно, что они живут душа в душу. Они рассказывают, что спустя 7 лет брака им постоянно хочется общаться друг с другом, даже если поругаются, то не разговаривают друг с другом от силы 15 минут. Виктория обращается к супругу по имени и отчеству, так повелось со дня их знакомства, или просто папа Боря. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.